Всем привет! Ранее я публиковал серию видео о любительской оснастке удочки, с наличием в огрузке не только основного груза, но и подпаска. Также я показал, как меняю подпасок, или вообще убираю его, в зависимости от условий ловли. Ссылку на полную версию этого ролика я оставлю в конце. В том видео я показывал, что сначала поплавок огружаю по выбранную мной ватерлинию при помощи основного груза, а потом огружаю дальше, подпаском, либо под верх антенны, либо ниже, в зависимости от условий ловли. Задаваемые вопросы по поводу подпаска примерно вот такого характера. Какое соотношение веса основного груза и веса подпаска? Либо, если я знаю грузоподъемность поплавка, она указана на поплавке, какого веса ставить подпасок? Чтобы чуть развернуто ответить на эти вопросы, нужно затронуть понятия о ватерлинии, грузоподъемности и рабочей области поплавка, ну и надписям на поплавках. В прежнем ролике я ватерлинию выбирал чуть ниже точки соединения тела поплавка и антенны. Обычно я так делаю. Но ватерлиния — это не привязка к определенной точке, она может быть и в другом месте, где вы этого захотите. Ватерлиния — это место разделения подводной и надводной частей поплавка, или место касания поплавка с поверхностью воды. Ватерлинию часто делают и на уровне тела поплавка, особенно если это место обозначено производителем цветовой маркировкой, и также часто ватерлинию делают на уровне антенны, придерживаясь того же принципа. Второе. Грузоподъемность поплавка. Она обычно указана на поплавке. Вот указана грузоподъемность 1 грамм. Вот 2 грамма. А вообще, что такое грузоподъемность? Грузоподъемность поплавка — это вес, который выводит поплавок на рабочий участок его огрузки. И теперь осталось выяснить, где находится рабочий участок огрузки поплавка. Вот фирменный поплавок с указанной грузоподъемностью 1 грамм. Его маркировка четко отражает, где производитель определил рабочий участок поплавка. И при весе огрузки в 1 грамм, он правильно огружается под красным участком. А вот поплавок этой же серии и этого же бренда с указанной грузоподъемностью 1,5 грамма, уже не попал на отмеченную рабочую область при данном грузе. Бывают поплавки, где ясно, где производитель отметил рабочий участок поплавка, но эти отмеченные участки часто не совпадают с обозначенной грузоподъемностью, даже на фирменных поплавках. Вот, например, на поплавке указано 3 грамма, но данным весом он огружается вообще нелогично. А в этом поплавке с маркировкой нет никакой логики, и еще, если его огрузить указанным весом 4 грамма, то он вообще тонет полностью. Производители могут поплавки одной формы по-разному раскрашивать, маркировать разным весом и указывать рабочую область в другом месте, поэтому я чаще поступаю по своему усмотрению. В связи с тем, что рабочий участок не везде ясен, и маркировки грузоподъемности часто нелогичны, я огружал поплавок по ватерлинию, выбранную чуть ниже места соединения низа антенны и тела. Обычно у меня ватерлиния заходит на тело на 2,7 мм, в зависимости от формы тела в верхней части. На моем поплавке из видео, этот основной груз оказался 1,8 грамма. Это огрузка без подпаска. Вот для примера покажу, как по этому же принципу огрузились поплавки. Огружаю поплавки чуть ниже места соединения антенны и тела. Пока использую только основной груз. Первый поплавок с указанной грузоподъемностью 3 грамма, на нужный мне участок огрузился также весом основного груза 3 грамма, при этом выделенный производителем рабочий участок остался выше. Второй поплавок с указанной грузоподъемностью 2 грамма. И тут не совсем по маркировке понятно, где из двух вариантов производитель имеет в виду рабочий участок. Если взять указанный основной груз 2 грамма, то поплавок огружается под черную полосу на теле, а на нужный мне участок этот поплавок огружается весом 3,1 грамм. Другой 4-граммовый поплавок огружаю весом 2,5 грамма, и таким же весом огружается следующий 3-граммовый поплавок. Вот такая у меня получилась огрузка при основном грузе без подпаска по выбранную мной ватерлинию. Многие рыбаки с примерно вот такой огрузкой и ловят, считая, что это и есть рабочий участок поплавка в районе основания антенны.
В основном видео я показывал, что сначала огрузил поплавок по эту ватерлинию, а потом, применяя дополнительный груз, подпасок, огружал уже дополнительно. Либо с сильным погружением антенны, это под идеальные условия ловли, либо со средним погружением антенны, под условия неидеальные. Вот огруженные только при основном грузе поплавки по выбранную примерно одинаково, ватерлинию. Груза получились 3,1, 2,5 грамм. Для дальнейшей настройки подпаска, эти веса уже не имеют никакого значения, про них можно забыть. Так что нет никакой зависимости веса основного груза и веса подпаска. Теперь величина подпаска будет зависеть только от антенны, а именно от ее диаметра и длины, то есть чем больше объем антенны, тем труднее ее потопить и тем больше будет подпасок. Сначала огружу подпасок на поплавке, на котором антенна толще, с диаметром 4,5 мм. Если огружать антенну под идеальные условия ловли, с большим погружением антенны, подпасок получился примерно 0,9 грамма, если при среднем погружении антенны, то примерно 0,45 грамм. То есть при среднем погружении антенны общий вес груза будет 2,5 грамм, плюс 0,45 грамм равно 2,95 грамм. Теперь огружаю подпасок на поплавке слева. У него антенна чуть меньше по диаметру, 4 мм, но антенна чуть длиннее. Подпасок получается под идеальные условия ловли 1,2 грамма, со средним погружением антенны 0,6 грамм. У правого поплавка с антенной диаметром 3 мм, подпаски получаются под разные условия 0,6 и 0,3 грамма. Вот самая тонкая антенна, и естественно подпасок будет меньше. Вес подпаска получился 0,4 и 0,2 грамма. А если, к примеру, взять поплавок из-под вида поплавочной ловли херабуна, то тут еще в большей степени видно, какой маленький достаточен подпасок при тонкой антенне в 1 мм. Этот поплавок огружается при основном грузе 1 грамм по выбранную ватерлинию вверху тела. Антенна у него общей длиной 15 см, и подпасок 0,25 грамма погружает антенну на 11 см, и поплавок почти выходит на свой рабочий участок. То есть если рыба поднимет подпасок 0,25 грамм, то поплавок совершит движение на 11 см по ватерлинию. Или, к примеру, вот поплавок, в котором я могу поменять антенны. И при разных антеннах будут разные подпаски. Вот под эту антенну нужен подпасок 0,45 грамма. Под эту тонкую антенну нужен подпасок 0,13 грамм. А под эту толстую антенну подпасок получился 0,76 грамм. Вот такая большая разница с одним телом, но с разными антеннами. Так что, я не доверяю надписям на поплавках, особенно поплавкам нефирменным. И, сколько себя помню, всегда, на практике их огружал. Я при покупке поплавков часто не смотрю на надпись, а обращаю внимание на объем тела, на толщину антенны и на вес поплавка навскидку. Так примерно можно предположить, как он будет огружаться. По данным вопросам вроде все. В следующем видео расскажу о другом вопросе, а именно, как сделать, чтобы при поднятии рыбой только подпаска, поплавок ложился. Ну, всем пока, буду рад, если кому-то что-то из этого пригодится. Всем здоровья, добра и мира, ни хвоста, ни чешуи.